Системы направлены в небо. В НАТО заявляют, что готовы сбивать самолеты, которые приблизятся к 6 запретным зонам в небе на границе с Беларусью. Кто на мушке? Срыв переговоров, встречи не будет, война продолжится. Новый прогноз о войне в Украине. Детали. Трамп заявил, что у Путина и Зеленского нет желания потушить огонь войны. Реакция США на обстрелы Киева и заявления Москвы. Разведка России работает в тылу НАТО. Германия под пристальным вниманием дронов. Кремль впервые комментирует заявление о шпионской операции на Западе. Прокурор МУС, который выдал ордер на арест Путина, в центре скандала. Его вновь обвинили в домогательствах. Что отвечает Карим Хан? Удар по украинскому и российскому кораблю, новая потеря F-16, а также возвращение посла Украины в Казахстан. Кто заменил Врублевского, который говорил о ликвидации русских? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Новый злейший враг Венгрии дал жесткий ответ Будапешту. Командир сил беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди, этнический венгр, против которого Венгрия ввела санкции и обвинила в ударе по нефтепроводу «Дружба», а также запретила въезд в страну и в шенгенскую зону, записал обращение к Орбану и главе МИД Петеру Сиярто. Он заявил, что рано или поздно венграм надоест их правительство. Засуньте в зад, пан, танцор на костях, ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я украинец и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих мадьяр в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы от них получите по заслугам. А по поводу ограничений Шенгена, не берите на себя больше, чем можете унести. Странный у вас юмор. И спецагенты не в топ-10, так что пока становитесь в очередь. Официальный Киев уже также отреагировал на заявление Сиярто, который в свою очередь называл атаки на нефтепровод атакой на суверенитет. Украинский МИД счел санкции против Роберта Бровди дискриминацией венгерского меньшинства и вручил ноту протеста послу страны. Ему была вручена нота протеста в ответ на дискриминацию венгерского меньшинства в Украине. В частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому был запрещен въезд в страну его предков. Мы призываем Венгрию впредь воздерживаться от недружественных действий и вместо этого вести конструктивный диалог, к которому Украина остается готова. На событие уже отреагировала Варшава. Министр иностранных дел Сикорский заявил, что границы Польши для командира сил беспилотных систем открыты, несмотря на заявление из Будапешта. Пока российские ракеты сеют смерть в Киеве, Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который осмеливается сражаться за свободу Украины. Командир Мадьяр, если вам нужен отдых, а Венгрия вас не пускает, пожалуйста, будьте нашим гостем в Польше. Глава же МИД Венгрии ответил Сикорскому, далее цитата: «Подвергать опасности энергетическую безопасность Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины». Кроме того, ответил и главе украинского МИД Сибиги. Это не наша война. Мы за нее не отвечаем, мы ее не начинали, мы в ней не участвуем. Прекратите нас провоцировать. Прекратите ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и прекратите пытаться втянуть нас в вашу войну. Отдан приказ. Самолеты нарушителей будут сбиты. Страна НАТО, граничащая с Белоруссией и Россией, приняла решение. Вооруженные силы откроют огонь по тем, кто залетит в 6 запрещенных зон. А запрещенными они стали из-за военных учений Минска и Москвы «Запад-2025», которые стартуют в сентябре. Военные Литвы получили право в экстренных случаях сбивать любые воздушные цели, нарушившие запрет. Решение приняли после июльского ЧП, когда по заявлениям литовской стороны 2 российских дрона «Гербера» пересекли границу Литвы. Рекреационные полеты у границы теперь под особым запретом. Прогулочные полеты вблизи границы считаются особенно опасными. В случаях, когда неопознанный объект входит в зону, закрытую для полетов, и не удается установить с ним связь, военные имеют право его сбить. Это особенно важно, учитывая, что пилоты-любители иногда нарушают правила воздушного пространства, отметил инструктор по полетам Арунас Рубкус. Самая острая фаза учений «Запад» в Беларуси запланирована на 12-16 сентября. Запрет вдоль литовско-белорусской границы продлится как минимум до октября, но с возможностью продления. Глобальный просчет Трампа – ошибка, которая подталкивает к дружбе. Действия Белого дома
сближают Индию и Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин отправил тайное письмо в Нью-Дели после начала тарифной атаки Трампа. Об этом пишет Bloomberg. Издание уточняет, что Пекин начал закулисные контакты с Индией в марте этого года, когда американский президент затеял торговую войну. Еще недавно, едва не вступившие в новую войну из-за границы, теперь эти страны делают шаги навстречу друг другу. Настоящий поворот случился летом, когда Белый дом ввел 50% тарифы на индийский экспорт за дружбу с Москвой. Для Нью-Дели это стало холодным душем. Сегодня Китай и Индия договариваются не только о снижении напряженности на спорной границе, но и о торговом партнерстве. Восстанавливаются авиарейсы, снимаются ограничения на поставки удобрений и редкоземельных металлов, открываются визы для туристов. Сближение Индии и Китая может серьезно ударить по интересам Вашингтона. США десятилетиями выстраивали отношения с Нью-Дели как с противовесом усиливающемуся Пекину. Но Трамп нарушил эту стратегию, внезапно введя 50% тарифы на индийский экспорт из-за закупок российской нефти. Этот шаг стал шоком для правительства Моди. И все же факт остается фактом. За 7 лет впервые Моди готовится отправиться в Китай. Рейтер пишет, премьер Индии приедет в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества 31 августа. Западная пресса называет главным архитектором этого поворота Дональда Трампа, который, давя тарифами, сам подтолкнул Дели в сторону Пекина. Или наоборот. В то же время Си Цзиньпин ждет и других гостей. Уже 3 сентября к нему приедут 26 глав государств на парад в честь Дня Победы Китая. Среди гостей Путин, Ким Чен Ын, Лукашенко, Алиев, премьер-министр Пашинян, Касым-Жомарт Токаев, президент Ирана Пезешкиян и другие. Не будет на этом событии Трампа. Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на мероприятии, но ранее на этой неделе он заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР, который наращивает ядерный арсенал и поддерживает Россию, что вызывает тревогу на Западе. США впервые отреагировали на масштабный удар по Киеву. Первым, кто выразил протест, стал посланник Трампа Келлог. Тот считает, что атаки угрожают миру между Москвой и Киевом. Прошлой ночью Россия осуществила вторую по масштабам воздушную атаку за время войны, использовав 600 дронов и 31 ракету. Цели – не солдаты и оружие, а жилые районы Киева, разрушены гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также пострадали невинные мирные жители. Эти вопиющие атаки угрожают миру, который стремится достичь Дональд Трамп. При этом ни Россия, ни Украина не готовы завершить войну, и без желания Путина и Зеленского оружие не утихнет. В этом уверен Трамп. В Белом доме заявили, что он был недоволен, что Москва и Киев продолжают взаимные удары. Он был недоволен этими новостями, но и не удивлен. Эти две страны давно находятся в состоянии войны. Россия начала эту атаку на Киев. В то же время Украина недавно нанесла удар по нефтеперерабатывающим заводам России, уничтожив, кстати, 20% их нефтеперерабатывающих мощностей в течение августа. Президент внимательно следит за ситуацией, и, к сожалению, убийства будут продолжаться, пока продолжается война. В России же заявили, что наносили удар по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины. К тому же Москва уверяет, запретов нет, воздушного перемирия нет. Но Кремль готов к переговорам. Зеленский при этом уточнял, что удары пришлись по турецкому предприятию, по посольству Азербайджана, представительству Евросоюза, Британскому совету и по жилым массивам. Удары успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается. Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят. В Киеве также продолжают говорить, что готовы к встрече с Путиным, но ее, вероятно, не будет. Срыв переговоров уже состоялся. В этом Россию обвинил Мерц, вспомнив, что Москва не сдержала слов, данных на Аляске. Сегодня нам снова придется затронуть эту тему. И это на фоне того, что, очевидно, не состоится встреча между президентом Зеленским и президентом Путиным, в отличие от того, что было согласовано между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, когда мы вместе были в Вашингтоне. И если еще несколько недель назад западная пресса писала о том, что мир близок, об этом говорили и союзники России, в частности президент Бразилии, то теперь прогнозы изменились. В Европе уверены, что финала войны в этом году точно не будет. Война не закончится так быстро, как некоторые говорили и верили. Я не хочу быть пессимистом, но не думаю, что решения будут найдены до конца года.
А какие у вас, друзья, прогнозы? Как вы считаете, когда все закончится? Пишите свои варианты в комментариях под видео. Если не сложно, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А я продолжаю. Пристальное внимание с воздуха. Российские дроны уже в небе над Германией. Разведка Москвы работает в тылу НАТО. Об этом пишет издание New York Times. Американские и европейские военные бьют тревогу. Они считают, что Россия или ее посредники запускают развед-БПЛА над маршрутами в Восточной Германии, где проходит транспортировка американских и союзных вооружений для Украины. В материале говорится, что по сути речь идет о слежке за военной логистикой НАТО. Эксперты называют это чистой шпионской операцией. Дроны фиксируют, какие компании производят оружие для Киева, по каким маршрутам грузы идут через Польшу и когда они достигают Украины. В то же время в НАТО заявляют, что количество актов саботажа со стороны России в Европе заметно сократилось по сравнению с прошлым годом. Снижение также, вероятно, отражает активность дипломатических усилий по переговорам о прекращении боевых действий в Украине. Операционная среда для русских стала сложнее, сказал Сет Джонс, изучающий этот вопрос в Центре стратегических и международных исследований. Но не исключено, что русские сейчас действуют более осторожно из-за переговоров. На эту информацию уже отреагировал Кремль. Там детали материала не знают, но считают, что информация утка. Ранее Москва отвергала все обвинения в диверсиях на территории ЕС. Представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали. Поэтому, конечно, все это больше напоминает газетную утку очередную. Удары по кораблям. Россия и Украина заявляют об успешном поражении судов. В украинской разведке заявляют, в Азовском море разведчики уничтожили ракетный корабль РФ проекта «Буян-М», носитель калибров. Россияне, несмотря на кадры спецоперации, потери не подтверждали. В то же время Россия заявляет, что нанесла ответный удар и в устье Дуная с помощью безэкипажного катера ударила по разведывательному кораблю ВМС Украины. В Украине потерю признали. Мы подтверждаем факт удара по кораблю. Сейчас продолжается устранение последствий атаки. Большая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены. Правительство страны на месте трагедии. Большая потеря и для союзника Украины. Польша потеряла истребитель F-16. Во время тренировочного полета рухнул и вспыхнул, словно факел, многоцелевой истребитель из 31-й тактической базы ВВС. Пилот не успел катапультироваться. Он погиб на месте. Все произошло на аэродроме недалеко от Варшавы, в городе Радом. На месте уже работают военные прокуроры и следственные группы. Министерство обороны задействовало экстренные службы, а глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш лично прибыл к месту трагедии. По данным польской прессы, на место падения отправился и Туск. Отмечу, что авиакатастрофа произошла на репетиции эйр-шоу. F-16 на огромной скорости пикировал вниз и после этого ударился об землю. Главный прокурор Международного уголовного суда под огнем обвинений в домогательствах. Карим Хан, который выдал ордер на арест Путина, вновь в центре скандала. Вслед за первой сотрудницей МУС, заявившей о домогательствах, о похожем опыте рассказала еще одна женщина. Об этом пишет The Guardian. По ее словам, когда она работала у британского юриста стажером еще в 2009 году, Хан оказывал на нее давление, пытался склонить к отношениям и злоупотреблял служебным положением. Свое поведение женщина описывает как постоянный натиск. Хан категорически отвергает обвинения и настаивает, что никогда не совершал проступков подобного рода. Расследование ведет внутренний контрольный орган ООН. Рассказ второй женщины о предполагаемом неподобающем обращении Хана имеет несколько сходств с обвинениями сотрудницы МУС, детали которых были переданы людьми, знакомыми с ее претензиями. Обе женщины утверждают, что Хан просил их приходить работать к нему домой. Там, по их словам, он садился рядом с ними на диван, прикасался к ним, целовал и пытался убедить лечь с ним. Карим Хан был избран главным прокурором МУС в 2021 году и сразу стал одной из самых заметных фигур мировой юстиции. Именно он инициировал ордера на арест Путина и Биньямина Нетаньяху. Теперь его собственная репутация оказалась под угрозой. Юристы Хана называют обвинение частью кампании давления и попыткой дискредитировать прокурора за его действия против Израиля. Однако ни Guardian, ни другие СМИ не нашли доказательств того, что заявления женщин являются частью внешнего заговора.
Казахстан принял нового посла Украины. Поставлена точка в двухлетней паузе и дипломатическом скандале. В Астане состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву. Среди 8 новых послов, представивших свои полномочия, особое внимание приковано к Виктору Майко, новому послу Украины в Казахстане. Должность главы украинской дипмиссии оставалась вакантной почти 3 года после громкого скандала вокруг экс-посла Петра Врублевского, который в 2022 году во время интервью заявил казахскому блогеру, что надо как можно больше ликвидировать русских сейчас, чтобы в дальнейшем было меньше работы у детей. Речь шла о войне. Тогда МИД Казахстана официально выразил протест. Врублевский был вынужден извиниться, но в итоге лишился должности. Теперь новая страница. Виктор Майко – опытный дипломат и журналист по образованию. До этого работал в Туркменистане и Афганистане, а также занимал пост советника в МИД Украины. Ему 65 лет, и он уверенно заявляет: Центральная Азия для Киева – это партнер на равных. И именно на этом принципе будет строиться сотрудничество с Казахстаном. Друзья, спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.